Что, если бы завтра вернулись динозавры? Но не те, которые топчут города, а все виды, от велоцирапторов до стегозавров и брахиозавров. Вернулись бы размером с курицу. На первый взгляд это звучит очаровательно. Крошечные трицератопсы, щебечущие в саду, мини-динозавры-питомцы, гоняющиеся за лазерными точками, школьники, называющие своих задворных анкилозавров спайком. Но, как и в случае с большинством вещей, которые кажутся милыми, пока не размножаются, реальность была бы гораздо более запутанной и гораздо более странной. Само по себе появление динозавров стало бы глобальной загадкой. Однажды утром люди проснулись бы и увидели пернатых, чешуйчатых или колючих маленьких существ, бегающих по паркам, гнездящихся в водосточных желобах и клюющих кормушки для птиц. Ученые бросились бы объяснять это явление. Разрыв во времени, генетическая аномалия, божественная шутка, но настоящий хаос начался бы не с паники, а с любопытства. В течение нескольких часов социальные сети взорвались бы. Хэштег «Минидинос» становится мировым трендом. Люди публикуют видео, на которых их велоцираптор крадет носки или их стегозавр загорает на веранде. Зоомагазины продают крошечные седла и игрушки в виде динозавров. Дети просят родителей купить им настоящего динозавра вместо хомячка. Но с экологической точки зрения даже динозавры размером с курицу не являются курицами. Они являются потомками древних хищников, травоядных и всеядных животных, инстинкты которых не изменились, несмотря на их новые размеры. Велоцираптор размером с голубя, возможно, не выпотрошит вас, но он будет охотиться на певчих птиц, грабить гнезда и с хирургической точностью разрывать овощи в саду. Мини-тираннозавры, хотя они больше индейки, сохраняют мощные челюсти и территориальную агрессию. Они будут доминировать в кормушках для птиц на заднем дворе, вытесняя местные виды из-за пищи и мест для гнездования. В течение нескольких недель местная популяция птиц резко сократится. Травоядные мини-динозавры сознают свои собственные проблемы. Представьте себе стадо игуанодонов размером с курицу, пасущихся на вашем газоне. Они не просто едят траву, но и сдирают кору с деревьев, вырывают саженцы и с удивительной решимостью топчут клумбы. Их пищеварительная система не приспособлена к современным растениям. Некоторые из них могут переесть ядовитых декоративных растений, умереть в мучительных страданиях и привлечь падальщиков или любопытных детей. Хуже того, их экскременты, химически отличающиеся от отходов птиц или млекопитающих, могут изменить pH почвы или привнести в нее незнакомые микробы. А еще есть размножение. Динозавры откладывали яйца, и очень много. Из одной кладки яиц мини-динозавров в вашем компостном ящике могло бы вылупиться дюжина детенышей. Без естественных хищников кошки могли бы попробовать, но у многих мини-динозавров есть когти, шипы на хвосте или защитные позы, популяция взлетела бы до небес. Города превратились бы в динозавровые джунгли. Крошечные бронированные анкилозавры застряли бы под машинами. Птеранодоны, теперь размером с голудя, гнездились бы на карнизах небоскребов, а компсогнаты мчались бы по туннелям метро, как гиперактивные крысы. В социальном плане человечество разделилось бы на два лагеря. Любители динозавров строили бы вольеры, разводили бы их для получения определенных характеристик, более пушистый стегозавр, и отстаивали бы их права. Динозаврофобики требовали бы их истребления, особенно после инцидентов, когда мини-аллозавр укусил пальчик малыша, а паническое стадо мини-трицератопсов пронеслось по фермерскому рынку. Ассоциации домовладельцев запретили бы неместную рептильную фауну. В страховые полисы были бы добавлены положения об ущербе, нанесенном динозаврами. Сельское хозяйство пострадает. Мини-зауроподы могут казаться безобидными, но в группах они могут за ночь опустошить фруктовый сад. Постоянный поиск пищи может дестабилизировать урожай эффективнее, чем саранча, потому что они умны, быстры и их трудно оградить забором.
Фермеры могут прибегнуть к звуковым отпугивателям или обученным хищным птицам, но эволюция не делает динозавров легко отпугиваемыми. Многие из них обладали острыми чувствами, сложным социальным поведением и упрямой настойчивостью. Как ни странно, самый большой кризис может быть культурным. Музеи будут завалены вопросами: это настоящий? Школы за одну ночь перепишут учебные программы по биологии. Религиозные группы будут спорить, были ли динозавры частью второго творения Бога. А что будет с индустрией ископаемого топлива? Она столкнется с экзистенциальной иронией. Нефть, образовавшаяся из древней жизни, включая динозавров, теперь буквально проходит мимо заправок. Однако со временем люди приспособились бы. В городах установили бы мусорные баки, защищенные от динозавров. Архитекторы проектировали бы балконы без выступов, на которых можно гнездиться. Присмотр за динозаврами станет побочным занятием. Некоторые виды могут даже снова вымереть, не из-за астероидов, а из-за своей чрезмерной милости. Их будут массово собирать в качестве домашних животных, они будут размножаться в неволе или проигрывать в конкуренции более умным городским животным, таким как еноты, которые, как оказалось, могут открывать ящики с яйцами мини-динозавров. По иронии судьбы, настоящим наследием стал бы не экологический коллапс, а изменение перспективы. Веками люди представляли динозавров монстрами, но уменьшив их до размеров курицы, они стали бы зеркалом, хрупкими, выносливыми и совершенно неуместными в мире, который продолжал развиваться без них. Мы бы поняли, что опасность не всегда связана с размером. Иногда она связана с количеством, способностью к адаптации и самой смелостью жизни, возвращающейся туда, где она больше не желанна. Итак, спустя 10 лет вы будете прогуливаться по тихой пригородной улице на рассвете мимо крошечного стегозавра, дремлющего под гортензией, велоцираптора, гоняющегося за мотыльком, и брахиозавра размером с утку, смотрящего над садовым забором нежными чужеродными глазами. Мир не закончится. Он просто станет страннее и, возможно, странным образом более живым. В конце концов, если куры — это в основном крошечные динозавры, которые пережили апокалипсис, то, возможно, настоящий поворот в сюжете заключается не в том, что динозавры вернулись, а в том, что они на самом деле никогда не уходили. Им просто нужно было небольшое напоминание, чтобы снова начать вышагивать.